Приветствую вас, путешественники! В этом видео я хочу повествовать самостоятельную поездку на мотобайке по югу Таиланда. Мы посетим остров Пхукет, регион Краби, регион Пханга и остров Пханган. Благодаря мотобайку я покажу вам больше, чем классические популярные маршруты, чтобы вы спланировали ваше путешествие ярче. Итак, друзья, юг Таиланда очень большой, поэтому я разбил ролик на несколько частей. Сначала я посетил остров Пхукет, идеальное место для тех, кто первый раз летит в Таиланд, как для семейного пляжного отдыха, так и для любителей сексуальных приключений. Второе – регион Краби, намного красивее по природе и по экскурсиям, чем Пхукет. Третье – это регион Пханга. Такая же красивая природа, как и на Крабе, также интересно путешествовать, при этом цены меньше и туристов меньше. И четвертый регион – это тайский Бали, остров Пханга. Тут его найдут интересным и те, кто хочет заняться йогой-ретритом, и те, кто хочет потусить на шумных дискотеках до самого утра. Прилетев в аэропорт Пхукета, я поселился в пешей доступности от него на пляже Наньянг-Бич. Поплавав на этом пляже, вышев с него, я пошел гулять манговыми рощами. Как оказалось, это был парк Серенад. Он состоит из огромного пляжа, на котором идут на посадку самолеты. Это целое зрелище. Небольшой лайфхак. Если вы хотите попасть туда бесплатно и сэкономить 5 евро, идите вдоль пляжной линии. Билеты никто не проверяет. Такси на острове Пхукет довольно дорогое, так как у меня путешествие глобальное с осмотром всех достопримечательностей, самое логичное было сарендовать байк на 30 дней. Я нахожусь возле храмового комплекса Чалонг. Вот такое красивое здание, и тут несколько красивейших зданий, которые мы сейчас посмотрим. Храм можно посещать на нескольких этажах, и на каждом этаже своя красивая инсталляция. Вот сам Будда, и сейчас мы пойдем внутрь, потому что там внутри храм. Будда выложен вот такой керамикой, плиточкой красивой. Друзья, я сейчас нахожусь на обзорной площадке Пхукета, на которой называется Windmill Point. Сзади меня тут собираются красивейшие яхты, очень классный вид, зеленые острова. И почему он так называется? Потому что тут находится ветряк, поэтому Windmill Point. Хотя Windmill это мельница, но может ветряк тоже Windmill. Итак, друзья, добрался я до мыса Промтеп. Он, конечно, мега популярный. Народу здесь стоянка кучу, но он облагороженный. Вот ландшафтный дизайн сделан всякий такой. Идем гулять. На вершине много слонов интересных, статуй и храм. Люди даже туда приносят цветы и поджигают палочки-вонялочки. Тут прям очень много слонов, очень. Слонов я обожаю. И также, друзья, тут есть современный, скажем так, храм. Но это из разряда, как строят красивые католические костелы, такие как в Риме, в Италии, Испании. Или строят такие серенькие протестантские костелы в Исландии, там, в Швеции. Ну, то есть, как бы, архитектурное такое величества нету. На этом, друзья, мое дневное путешествие заканчивается, и я еду в главный город Пхукета, он же одноименный пляж Патонг-Бич. Главной достопримечательностью города Патонг является Бунгла Волкин-стрит. Это аналог знаменитой Паттайя Волкин-стрит. Место, где вы можете предаться всевозможным сексуальным приключениям в любом возможном формате. Девочек с баров можно заказывать себе домой. Стоит это приблизительно 2000 бат. Также вам нужно дать клубу 800 бат отступных. На улице можно взять с собой транса. Стоит это от 1000 до 1500 бат.
Также вам придется сарендовать какое-то жилье. Не только тайки присутствуют здесь, можно и позвать домой девушку славянской внешности. Также очень много массажных салонов с сексуальным подтекстом. Вы можете, кроме обычного массажа за 300-400 бат, заказать happy end, это когда вас доводит до оргазма в конце массажа, стоит это 1000 бат, а также заказать секс с массажисткой, это называется тай бум бум, стоит это от 1500 бат. Преимущество массажного салона в том, что вы экономите на жилье и вам не нужно платить клубу отступные. Кроме сексуальных утех, в Паттонге очень много баров с живой музыкой, дискотек, пабов, поэтому грустно вам точно не будет. Также очень много ресторанов, куда вы можете пойти поужинать с семьей, либо просто пойти съесть хорошее блюдо, и большое количество фудкортов, а главное, что мне нравится, это ночные маркеты, где вы можете вкусно поесть за абсолютно небольшие деньги, даже эксклюзивные блюда, например, мясо крокодила. Очень большое разнообразие морепродуктов, на которые в основном я и налегал. Цены на них очень дешевые, если сравнивать с разными странами мира. При этом их готовят на огне. Все очень вкусно, все свежее. Но есть и минусы. После таких рынков я набрал значительное количество килограмм. Дальнейшее мое изучение острова было посещение всех пляжей Пхукета. Утомлять вас их перечислением нет никакого смысла. Одно могу сказать, они все райские. Сейчас нахожусь на пляже Камала-Бич, встречаю вот такой закат, очень теплый свет, Golden Hour, и я на скутере проехался практически по всем пляжам Пхукета. Очень красивые пляжи, вода теплейшая, несмотря на то, что сейчас начало января. Очень красивые высокие зеленые горы, все зелено, пальмы, в общем, тропический рай. Далее я выдвинулся в регион Краби. На мотобайке путешествовать сплошное удовольствие. Для него есть отдельная полоса, и вы едете быстрее основного потока машин. Дорога заняла 2,5 часа. Сейчас путешествую на байке по провинции Краби, и меня вокруг преследуют вот такие красивейшие известняковые горы, я их называю горы Аватара. Виды неописуемые, это не то, что на какие-то экскурсии поехать, это то, что мне самое больше нравится. Я бы еще хотел на велосипеде это все проехать, но жара такая, что нереально ездить. Я сарендовал свой номер в селе на ранчо. Чтобы попутешествовать по Краби, посмотреть эти величественные скалы, а не просто походить по туристическим каким-то заезженным маршрутам. Это вот такие номера. Есть озеро, есть территория, телевизор. Ну, в принципе, интересное помещение сквозное. Вот такой ботанический сад, вид с балкона. Стоимость этого отеля $15 в сутки. Это Краби. Вот такой штиль. И должен быть закат, но, к сожалению, тучки. Визитной карточкой региона Краби являются вот такие старые лодки. Ну, как обычно на фотографиях и во всяких рекламных роликах покрасивее. Лодки такие, немножко зашуганные, хотя и деревянные. А вода не лазурная, напоминает наше Азовское море. Правда, теплое, конечно, зимой, класс. Но это далеко не Мальдивы. На самом деле эти лодки имеют старые двигатели, которые очень шумные и вонючие, и они мне мешали релаксовать на пляжах. Я сейчас нахожусь в Крабе, пляж Аунанг-Бич, и фишка пляжа в этой скале. Упирается пляж вот в такую стену красивейших скал. И по сравнению с мега популярным Пхукетом, мне здесь нравится. Нет туристов так много. Одноименный город Аунанг-Бич – это центр туризма провинции Краби. Здесь много баров, ресторанов, клубов, а также экскурсии на лодочках по разным знаменитым точкам Таиланда. Главный из которых – остров Пхипхи, бухта Майя-Бэй. Я провел здесь целый день. И главная фишка пляжа – это, конечно же, величественные скалы в воде и на самом пляже. Они очень красивые, и вода теплая, класс. Сейчас 6 утра, и сегодня я еду в тур на острова Пхипхи и другие острова, которые будут встречаться по дороге. С утра уже суета, вот здесь мы собираемся, лодки,
китайцы кричат. В общем, тур будет интересный. Первая остановка Railway Beach. Красивые скалы, красивый пляж, но нас не выпускают. Просто посмотреть на скалы. Нахожусь на перешейке с белоснежным песком между этими островами Пода и Чикен. Вот такая, друзья, лазурная вода, прозрачная, просто кристальная вода. Очень райское место, такое уединение красивое, такая прозрачная вода, но не без расстройств. Вот на этих катерах включили музыку. Зачем мне музыка? Музыку я и на континенте послушаю. Я сюда с природой приехал уединиться. Такой красивый пляж. Все эти люди до сих пор думают, что Ди Каприо здесь живет. И приехали взять его автографы. Очень классный пляж, белоснежный песочек, такой вид. Да, он действительно один из самых лучших, наверное, в мире. Просто фантастика. В экскурсию также включено обратный заезд Майя-Бэй, чтобы поплавать, пещера летучих мышей и залив обезьян. В этом заливе обезьян бедные обезьянки ждут подачки от туристов и находятся в довольно опасной зоне. Им приходится плавать. Ну а для людей веселье. Подводный мир очень красивый и удивительный, но кто нырял в Египте, не найдет здесь ничего нового. В Египте все же поинтереснее, и рыбок больше, и кораллы покрасивее. Я сейчас нахожусь на острове Бамбу. Как по мне, это самый приятнейший остров для плавания. Тут самая кристально прозрачная вода, такая как в Мальдивах, и белоснежный песок. А также полно зелени, где можно спрятаться от солнца, без всяких зонтиков. Ну, вот такие вот джунгли. То есть ты лежишь на песке, но при этом песок не холодный. Потому что обычно там в Испании, если я в тенек сажусь, бывает земля холодная, а тут прям земля теплая. Ну и тебе прохладно. Последняя локация на сегодня — остров Пода. Такой же райский пляж, такие же райские скалы. Рекомендую брать именно эту сборную экскурсию, а не отдельно в Майя-Бэй и отдельно по этим островам. Вы сэкономите и время, и деньги. Я сейчас нахожусь в пещере, которая называется Tiger Cave, тигровая пещера. Ну, собственно, вот я и вот тигр. Так, друзья, я поднялся на 550 метров на скалу, под которой находится Tiger Cave и храм. И тут наверху есть ступа, также есть Будда. Но не ради них я поднимался наверх, а ради вида на скалы Краби. Это реально фильм «Аватар». Сейчас я приехал на изумрудную, назовем его ставок, хотел сказать лагуну, на изумрудный ставок Са-Каэо. Посмотрите, какая кристально, лазурно и прозрачная вода. И еще тут есть пещера, и мне выдали гида, который меня сейчас проведет за 100 бат. А отказаться от него нельзя. Итак, первая пещера. Тут есть храм.
Интересная пещера, не самая, конечно, крутая в жизни. Посмотреть было интересно, скажем так, не зря. Немного чем-то напоминает мексиканские сеноты. Итак, день движется к закату. Сейчас уже солнце начинает падать. Вы видите сзади меня желтый свет, Golden Hour. И я решил залезть на гору известняковую с видом на все остальные горы на Крабе, чтобы увидеть это чудо природы. Подъем на гору 500 метров был не зря. Вид очень красивый. Вот такая красота. Очень спокойное место. Рад, что встречу закат здесь. Иду смотреть Emerald Pool. В переводе изумрудный бассейн. Ну, скорее всего, это будет что-то типа мексиканского сенота. Сейчас посмотрю. Вход не из дешевых, стоит 400 бат. На украинские гривны это где-то 450 гривен, хотя для местных людей всего лишь 30. В 15 раз дороже, в 12, ну, блядь, ну как-то обидно, ну, блядь, это пиздец. Ну, что сказать, друзья, не такой уж и прозрачный этот бассейн. Водичка мутная и прозрачная она только в начале истока, там, где впадает с горы. Ну что, поплаваем? И самым красивым эмеральдовый бассейн становится тогда, когда он закрывается и все люди с него повыходили. Вот тогда он невероятно красив. Тут есть две дороги к этому бассейну. Через джунгли и типа тоже через джунгли, но широкая дорога. А это, друзья, кристальный бассейн. Вода тут реально, действительно кристальная. Прям кристальная, прям как будто ее вообще и нету. Сегодня я вновь путешествую вокруг величественных гор Аватара. И я буду подниматься на драконовскую скалу сегодня. Dragon Mountain. И подниматься я буду на Dragon Crest. В национальном парке Кхаонгонг Нак Natural Trail. Итак, друзья, дорога 3,7 километра. Я прошел полтора километра и уже изрядно подустал. Итак, я уже иду где-то полчаса. Пока что очень нравится. Туристов мало. Природа великолепная. Настоящие джунгли. Дорога, конечно, каменистая, не сильно расположена для легкого похода. Встречаются большие ящерки-вараны. Такие интересные звуки. Это не сирена. Жучки, паучки. Добавить нечего, красота неописуемая. Не хочется комментировать, хочется наслаждаться видами. Я сейчас нахожусь в еще одном национальном парке Таиланда. И здесь очень красивые водные каскады. Кроме красивых водных каскадов, тут еще есть пару интересных пещер и буддийских храмов. Здесь в храмах очень много тигров. Прям тигры, везде тигры. Вот сколько их собралось здесь кошек. Приятное такое место, особенно когда жарко, тут прохладно. Сама пещера очень классно, выглядит как расщелина. Вот сам Будда. Весь парк выложен вот такими деревянными дорожками, поэтому ходить по нему одно удовольствие. Сейчас нахожусь в довольно большом и красивом храме под названием Маха Тханг. Очень большой храм, и как для тайских храмов необычная архитектура. Ближе совмещенный такой стиль тайско-индийский. Очень красивый храм, и повезло, сейчас идет шествие буддистов, монахов, и я это увидел именно в этом храме. Монахи френдли, все здороваются, говорят hello. Еще один красивейший храм на сегодня. Посмотрю, вот такой белого цвета. Довольно большой, но, как по мне, храм и как он сочетается с природой, с видами отсюда. Вот такой красоты храм. Очень красивый. Сзади меня красивейшие, невероятно красивые скалы, которые
выросли над водой. Но, к сожалению, солнце против камеры, и они кажутся темными. Я уже переместился в провинцию Пханга и направлялся в одноименный город и пляж Кхао-Лак-Бич, по дороге рассматривая все новые и новые достопримечательности. Сегодня я отправился в экскурсию смотреть острова Джеймса Бонда и прилегающие. Я сарендовал целую лодку для себя. И не было попутчиков рядом, так бы я цену разделил на несколько людей. 1300 бат, но есть разные фирмы, есть 2000, есть 3. Стартуем с пирса, едем через мангровые леса и через красивые виды. Сейчас я остановился в мусульманской деревушке, которая, в принципе, стоит на воде, на сваях. Но тут есть мечеть, ну и мне как бы интересно ее посмотреть. Ну что сказать, друзья, деревня Базар, особо ничего интересного. Вот что действительно мне понравилось в этой деревушке, это мечеть. Она очень красивая, большая и высокая. И с нее виды на скалы неописуемой красоты. Подъехал к острову Джеймс Бонда, реально на картинках пафоса было много, на самом деле, ну скала как скала. Так, я на острове Джеймса Бонда, и здесь нереальный туристический движ. Очень красиво, но кто был в Майя-Бэй, естественно, после Майя-Бэй это вода-помойка. Даже не хочется ноги в ней мочить, но есть люди, которые плавают. Тут кроме самой скалы Джеймса Бонда еще есть интересные пещеры, очень красивые, интересно по ним погулять. После лодочной экскурсии я поехал на обзорную площадку под названием Самет Нангше Viewpoint, где вы можете посмотреть с высоты горы все то, что вы катались на лодочке. На авто либо на байке доехать туда нереально, поэтому при подъезде к точке вы покупаете билет и на оффроуд джипе вас поднимают наверх. Сегодняшнее утро я нахожусь на пляже Намтонг-Бич. Я решил сделать себе немного релаксовый день. И с этого пляжа, точнее с этой локации примерно, стартуют туры на остров Симилан. Но картинка практически как Симилан-Айленд, только ехать не надо далеко. Пляж имеет вот такие красивые камни, так что он не только песочный. На остров Симилан я так и не поехал, зажал $100. Плюс надо еще заплатить за въезд в национальный парк. Если вы поедете, стартует он с Тхап-Ламу-Пьер. Кроме красивейшего пляжа с очень красивыми каменными валунами, по которым я сегодня утром гулял, тут еще есть множество водопадов, так как это все называется Большой национальный парк. Так, друзья, я подошел к водопаду, но я вам скажу, он какой-то не сильно-то и мощный. Скорее всего, из-за того, что сейчас не сезон дождей. Но в целом мне нравятся камни, он красивый. И довольно уникальная штука — это рафтинг на бамбуковых лодочках. Плыву вдоль реки, маленькой речушки джунглей. И эта тайландская штука называется бамбу-рафтинг. В целом очень классный аттракцион, офигенная тишина, атмосфера. Ты плывешь вдоль джунглей на бамбуковой лодочке. Очень приятно. И река такая хорошая, чистая, кристальная, прозрачная, без всяких там смывов, отходов. В общем, хороший экспириенс. Вот такое приключение. Приехал на водопад и упало дерево. Сказать, как в Таиланде дорожная служба работает. Вот я шел на водопад,
я мотоциклом проехать не мог, полностью дерево перекрыло всю дорогу. Я сходил на водопад, это где-то 600-700 метров, посидел там минут 10 и вернулся обратно. От веток ни следа. Ну, по идее, водопад должен быть красивым, но так как сезон не дождей, он слабенький. Не перестаю восхищаться таиландскими пляжами. Уникальная красота, зелень, пальмы, джунгли, песок, теплейшее море, теплейшее, прозрачная вода. Людей практически нету, практически безлюдные пляжи. И это горячий сезон. Наверное, вне сезон тут вообще пустыня. В плане людей, не в плане зелени и инфраструктуры. Я сейчас нахожусь на Khao Sok Viewpoint. И здесь находится красивейшее водохранилище. Я сейчас постараюсь арендовать лодку и поплавать по нему. Вот оно. Вот так иногда бывает. Ехал через джунгли. Бац! И ворота. Сегодня я отправлюсь в путешествие по водохранилищу, которое затопило скалы красивые и будут красивые виды. Остановился я вот в таком бамбуковом домике на ранчо. Очень приятно, очень классная атмосфера. Птички поют, течет красивая река и можно спускаться прямо с гостиницы и плавать. Очень классная атмосфера. Я счастлив, что путешествую на байке и могу заезжать во всякие разные гостиницы, которые далеко, скажем так, от общественного транспорта. Они очень крутые, находятся на отбитии каком-то, и впитывать вот такую классную природу с такими красивыми реками и такими величественными скалами. Посмотрите, какая красота! Я нахожусь в парке Khao Sok National Park. Очень красивейшее место. Горы Аватара, я их так называю, эти известняковые горы. И здесь водохранилище, это озеро. Это не река и не море. Очень красивые места. Попасть сюда можно только лодкой. Они отплывают от причала. И можно взять либо тур, либо приватную лодку. Как по мне, лучше пошерить с кем-то, взять на двоих, на троих лодку. Будет то же самое, что и тур. Сейчас я нахожусь возле главной достопримечательности заповедника Khao San. Это вот такие булыжники, вот они, раз, два, три. Уникальные скалы, друзья, как будто я попал в какой-то затерянный мир, где обитают динозавры, птеродактили и прочее. Посмотрите на эти камни, это невероятно. Сейчас нахожусь на большом пароме и вместе со своим байком перемещаюсь на остров Ханган. Он знаменит своими Full Moon Party, но, к сожалению, я не застам Full Moon Party, я просто еду обследовать его пляжи и немного отдохнуть от путешествия. Стоимость 360 бат вместе с байком. Всем привет! Сегодня я продолжаю свое путешествие по Пхангану и хотел показать, вот в таком номере я живу. Почему? Потому что на Пхангане цены дорогие. И то, что я могу снять апартаменты по Таиланду, ну, за исключением больших городов, таких как Бангкок, на Пхангане я снимаю хостел с 6 кроватями в одной комнате. Я сейчас нахожусь на красивом пляже Хаат-Рит, острова Пханган. И славится он тем, как и весь остров, то, что здесь устраиваются в каждое полнолуние Full Moon Party. Это вечеринки электронной транс-музыки на пляже. Соответственно, в эти дни стоимость на недвижимость взлетает до запредельных высот. Например, в хостеле, где я сейчас живу, только за хранение вашего рюкзачка в день Full Moon Party, ну вы же не пойдете с рюкзаком тусить, танцевать, берут 1000 бат. Это где-то 1200 гривен. Вот. Я уже не говорю о недвижимости. Еще этот остров славится тем, что здесь
очень много приезжают современных хиппи и тусуются здесь. Но что-то пока что я их не видел. Наверное, этот пляж – это не точка их скопления. Я нахожусь сейчас и целый день находился на великолепном пляже Тонг Най Пан Аи. Тут рядом еще есть один пляж, который называется Тонг Най Пан. И после этих двух пляжей, в принципе, мне больше остров смотреть не хотелось. Я решил тут остаться на целый день, чем, в принципе, и занимаюсь. Пляж райский. Единственное, что сейчас еще съезжу в Тонг Най Бич, это рядом за этим холмом. А вообще очень красиво. Это просто рай. Аи мне понравился больше, чем бич, но зато на биче есть вот такие красивейшие камни, которые, соответственно, создают красивый антураж. Ну что сказать, друзья, остров Панган — это любовь с первого взгляда. Особенности острова: тут меньше всяких пальмовых плантаций и меньше здесь находится всяких каучуковых плантаций. То есть более дикая природа, более джунгли, более гористые склоны. Так что на байке нужно путешествовать аккуратно. Прям склоны есть, ну, не под 45 градусов, но очень уклоны большие. Но дороги все хорошие, в идеальном состоянии, бетонки, что на удивление. Больше всего Пханган напоминает мне Бали, только с идеальными пляжами и отсутствием толп туристов. Одним из центров жизни острова является ночной Пантип Найт Маркет, где вы можете разгулять свою гастрономическую фантазию до самых больших глубин. Мясные блюда, рыбные блюда, турецкие, еврейские, тайские, разные кухни народов мира. Все это очень недорого, свежеприготовлено и, самое главное, очень вкусно. Моя личная рекомендация – это тайское мороженое. Просите, чтобы вам положили такие фрукты: красный драгонфрут и ананас. Это сочетание мне наибольше нравится. Помимо вкуснейшего натурального мороженого, вы получаете прикольное шоу. Друзья, я сейчас нахожусь в красивейшем пляже под названием Малибу. Я его сегодня первым увидел из достопримечательностей и дальше ехать никуда не захотел. Это просто рай. Вода прозрачная, песок белоснежный. Это место, где хочется быть очень долго и не один день. Просто уникально. Этот белоснежный песок просто невероятный. Другая планета какая-то. Из моих 90 дней путешествий по всему Таиланду этот пляж 100% занимает первое место. А этот остров называется остров Ма. И уникальный он тем, что ведет к нему вот такая маленькая прослойка песка. В целом место тут, конечно, красивое, но с пляжем Малибу не сравнится. А это, друзья, пляж Хаат Яо. Однозначно заслуживает внимания. Он длинный, большой, приятный. Итак, уже Golden Hour. Время ближется к закату. И последний пляж, на который я сейчас поеду, называется Дзен Бич или Дзен Бич. Может, там словлю дзен, но закат, если не словлю, закат точно встречу. А Хаат Яо очень красивое место. А это, друзья, пляж Дзен. Он не сильно отличается от других пляжей Таиланда, но он отличается людьми, которые его посещают. Это особая молодежь, хиппи, любители всяких учений, просто релаксовые люди. Чем-то мне напоминает скворечник в Киеве, когда он еще существовал. Тут играет особая музыка, прямо на пляже тебе подносят, можно купить травку, чтобы расслабиться, и просто общаться, наслаждаться жизнью и никуда не спешить. На этом экскурсия по югу Таиланда заканчивается. Путешествуйте ярче. До новых фильмов!